Друзья, всем привет! Многие, когда обновляются до новой HyperOS, не замечают многих новых фишек, которые как бы-то лежат на поверхности, да и когда начинаешь рассказывать и показывать, что такое есть, многие этому удивляются. Ну и потому я решил выпустить видеоролик в двух частях, который будет касаться исключительно фишек новой HyperOS. Поэтому присаживайся поудобнее, бери свой смартфон, и мы будем с тобой изучать, какие же интересные фишки можно найти в HyperOS. Ну и что же, у нас сегодня выступают подопытными смартфоны Xiaomi 14, а также Poco F6. Эти аппараты, они очень так красочно нам покажут все основные фишки и нововведения новой HyperOS. Сразу хочу отметить, что возможно некоторых фишек на том или ином аппарате не будет. Ну там в плане бюджетников, там предфлагманах, ну и тому подобное. Потому в зависимости от сегмента все эти фишки будут, к сожалению, отличаться. Ну и это в принципе нам указывает на то, что компания Xiaomi вынуждает потребителя покупать максимально заряженное устройство. Ну и что же, первое, с чего мы с вами начинаем, это фишки батареи. Получается, многие считают, ну и в принципе считали, что батарея как-то не очень изменилась с переходом на HyperOS. Но вот разработчики у нас немножечко другого мнения, и они нам добавляют разные такие новые возможности, которые касаются, во-первых, параметра зарядки. Вы можете выбирать режим проводной зарядки. Либо же это будет максимальная скорость, либо же это будет наоборот пониженная зарядка. И, кстати, это можно найти будет на Poco F6. Кроме этого, конечно же, у нас есть и активация реверсивной беспроводной зарядки, но это там, где оно есть, а также выставление необходимых лимитов. Конечно же, нас еще с вами будет интересовать вопрос оптимизации зарядки. Потому что, как мы все знаем, да и в принципе об этом вопросе информация витает, что нельзя там на ночь оставать смартфон, что его нельзя там перегревать, ну и тому подобное. И вот, соответственно, в новой HyperOS новые фишки добавляются, а именно оптимизированная зарядка. Если мы на нее с вами нажмем, тут мы сможем еще найти и дополнительную защиту во время зарядки ночью. И да, аппарат будет понимать, что вы им не пользуетесь, он тупо у вас остался на зарядке, и при этом как бы-то он дополнительных там циклов и дополнительной нагрузки на батарею нести не будет. И это действительно очень удобно. Ну и в целом, если подвести итог по фишкам батареи, я могу сказать, что действительно в новой HyperOS данный раздел напрямую влияет на возможности автономности вашего смартфона. Но мы с вами следуем далее. Поговорим с вами о возможностях и новых фишках экрана. Получается, разработчики нам добавляют два таких интересных раздела. Это дневной режим, а также это улучшенные текстуры. Что они собой являют? Во-первых, улучшенные текстуры нам будут лучше размывать шторку, когда мы ее опускаем, допустим, на рабочем столе, и вы можете наблюдать, что за этой шторкой никаких силуэтов, ярлычков не видно. Если мы с вами отключим данную функцию, то, соответственно, эти силуэты будут наблюдаться. Ну и в принципе по самой системе также можно будет находить отличия при включенных улучшенных текстурах, так и наоборот при их отключении. Но стоит также понимать, что данная опция несет некоторую такую нагрузку на устройство. Но опять же, разработчики на этом очень активно акцентировались на презентациях и говорили, что эту фишку необходимо использовать. Что же касается дневного режима, данная фишка нам расширяет диапазон и автоматическую регулировку яркости при условиях яркого освещения. И да, это не стоит путать с автояркостью, потому что это в принципе две отдельные фишки. Ну а мы с вами идем дальше. Если вы приобрели новое устройство компании Xiaomi, допустим, 2024 года, то вы, скорее всего, найдете такой интересный раздел под названием AI субтитры. Это получается у нас возможность системы сканировать, допустим, видеоролик на английском языке, на китайском, на еще каком-нибудь там иностранном языке и выдавать синхронный перевод. Но да, как бы тут еще есть важный один такой момент, что данные субтитры, они не появятся на всех аппаратах сразу, и также прям сразу их нельзя будет попробовать, а лишь только через бета-тест. Бета-тест сейчас идет очень активно, скажем так, разработчики очень активно зазывают в ряды бета-тестеров, чтобы данную фишку как можно больше людей протестировали, дали свою обратную связь, ну и чтобы ее пыльнули именно в массы. Но я хочу сказать, что в принципе работает данная тема неплохо, тут вы можете выставлять, смотрите, источники звука, либо это будет система, либо это даже микрофон будет. Дальше там вот язык источника выставляем, целевой язык, там размер
текста, фон плавающего окна, ну и так дальше. То есть разработчики в этом плане как бы пытаются улучшать новую HyperOS, добавляя какие-то вот такие интересные решения. Конечно, с субтитрами это все прекрасно, но что еще интересного можно найти в HyperOS? Конечно же, это улучшенный редактор в галерее. Ну и в принципе вообще сама галерея, потому что она очень стала крутая после данного обновления. И что тут можно интересного найти? Во-первых, это то, как я вам уже сказал, это улучшение самого редактора. Да, как бы были уже раньше видеоролики и упоминания о том, что как бы там что-то добавилось такое конкретненькое, но вот давайте сейчас уже именно в полноценном формате это и рассмотрим. Если вам необходимо уменьшить, допустим, качество вашей фотографии, вы это можете сделать с помощью банального данного редактора. То есть качество уменьшаете, размер уменьшаете и получаете на выходе, ну, куда меньше изображения. Это, да, таки очень удобно. Если вы хотите поиграться там со всякими фильтрами, с созданиями там каких-то фотокарточек, вот, кстати, допустим, если у вас смартфон Leica, то тут добавляются интересные такие рамки, именно там Leica. И действительно что-то в этом интересное есть. И если даже фотографию в таком формате сохранить и распечатать, получится действительно интересная фоточка. Тут у нас, смотрите, есть еще и место выставлять, ну опять же, если у вас есть привязка к геолокации, а также можно белый или черный фон этой всей штуки выставлять. Но одним словом, мне в принципе было очень прикольно этим поиграться. Еще из интересного, допустим, мы с вами хотим выполнить обрезку фотографии. Но тут обрезка у нас не совсем простая. Тут у нас есть штука как AI расширение. Ну вот мы с вами, допустим, берем такую интересную фотографию с богомолом, мы ее можем как бы-то сделать больше, можем сделать меньше. Ну давайте, конечно, поприкалываемся, сделаем вот такой формат, чтобы нам система сама дорисовала и чтобы мы вообще имели понимание, что мы с вами на выходе получим. Далее, как только мы область выбрали, нажимаем начать, и система там нам что-то думает, и она нам далее дорисовывает, что бы могло бы быть рядом с данной фотографией еще. То есть то, как она это видит. И да, это AI расширение очень крутое будет, и я надеюсь, что многие пользователи также смогут эту всю историю попробовать. Еще, конечно же, в самой галерее есть у нас фишки такие, как AI портрет, которые тоже очень сильно разрекламированы. Я об этом также немножечко упоминал, но могу сказать, что он работает, ну так, как в формате игрушки. Тут я некоторые уже штуки пытался сделать, но скажу вам честно, откровенно, рисует оно, ну так, похабненько. То есть на пару раз с этим поиграться, ну и в принципе забить. Но в целом идея интересная, я надеюсь, что ее нормально реализуют и как бы можно будет этим дальше поиграться. И еще о чем я не упомянул. Это фишка, которая у нас добавляется относительно недавно, и она находится у нас в разделе конфиденциальности. Это разрешение закреплять приложение. Многие эту фишку ждали, чтобы, допустим, принудительно закрепить приложение, и чтобы, в принципе, когда оно у нас осталось на рабочем столе, мы там, когда блокируем устройство и его обратно пробуждаем, это приложение у нас и оставалось. Как оно работает? Допустим, выходим в меню недавних, удерживаем приложение, и вот тут у нас внизу есть такая скрепка. На нее мы нажимаем, и после чего приложуха становится принудительно закрепленной. Там, конечно, немножечко неудобно выходить с этого приложения, именно жестом, но я думаю, что если к этому приловчиться, то проблем никаких не будет. И последнее у нас с вами на сегодня это немножечко о кастомизации. Но если о самой кастомизации мы поговорим чуть позже, то сегодня я хотел бы вам сказать о такой фишке именно HyperOS, это появление супер обоев Луна. Многие ждали, когда же что-то новое разработчики добавят, потому что как-то уже приелись. Там Красная планета, Земля, далекие кольца, геометрия и заснеженные вершины. И вот разработчики подумали и такие решили, что и вот как только HyperOS у нас выходит, нам необходимо всю эту историю обновить. И да, действительно, я хочу вам сказать, что новые супер обои, они позволяют улучшить ваше устройство, ну, в плане какого-то такого разнообразия. И вот те приевшиеся супер обои, которые у нас уже были, ну, они немножечко как бы будут теряться по сравнению с этими обоями Супер Луна. Да, конечно, не на всех устройствах можно эти супер обои Луна попробовать, опять же, банальный маркетинг, но, допустим, если у вас там устройство предтоповое или в принципе топовое, то не
не составит проблемы всю эту тему вам заюзать и попробовать. Вот если так мы с вами поклацаем, эти супер обои Луна и будут выглядеть. А тем более, если у вас, к примеру, есть Always On Display, то это вообще будет очень и очень круто. Так что, опять же, если вы пользуетесь супер обоями, если они у вас есть, рекомендую обратить ваше внимание на супер Луну. Что же, друзья, подходит к концу первая часть интересных фишек HyperOS. Как вы могли заметить, эти фишки очень разнообразны, они у нас раскиданы по всей системе, и как бы то, если вы в одном разделе не были, это не означает, что там нет никаких фишек. И потому цель этих двух видео вам продемонстрировать, как можно пользоваться, на максимум возможностей своего аппарата, а также новой оболочки HyperOS. Если я о чем-то забыл упомянуть, или же есть также интересные фишки, на которые стоит обратить внимание, пишите о них в комментариях, там мы с вами пообщаемся, и возможно эта фишка попадет в еще одну часть. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.